Добрый день, мои дорогие зрители! С вами снова Наталья, и сегодня у нас с вами интереснейшая тема – это скорость похудения. Какая скорость похудения считается нормальной? Очень часто люди, которые сидят на диете, либо те, которые только собираются сесть на диету, задаются вопросом, как быстро можно похудеть и насколько. Какая скорость похудения нормальная для организма и вообще чего ожидать от диеты? Но представления у людей о скорости, с которой горит жир, не совсем реалистичные. Особенно на фоне диет в стиле такие, как 10 килограмм за неделю. Нам обещают, что это реально, если немного помучиться и поголодать. И на все, что ниже этой цифры, мы уже не согласны. Эту передачу я решила выпустить для тех людей, кто расстроен похудением всего на 500 грамм в неделю, для тех, кто считает, что он делает что-то неправильно, а его обмен веществ слишком низкий, чтобы худеть быстро. Для начала я хотела бы с вами разобрать такие понятия, это как потеря жира и потеря веса. В чем разница? Прежде чем говорить о скорости похудения, важно научиться различать потерю веса и потерю жира. Вес тела – это не только жир, даже у самого толстого человека с клиническим ожирением. Это органы, кости, мышцы, вода, гликоген и даже содержимое кишечника. Потеря веса не уточняет, что именно уходит. Может быть мышцы, может быть гликоген и вода, которую он удерживает. Это могут быть и отеки. Любой, кто встречался с пищевым отравлением, знает, как быстро похудеть на 3-5 килограмм. Но вес возвращается, как только человек возвращается к обычной жизни. Таким образом, все перечисленное попадает под потерю лишнего веса. Но когда люди думают о похудении, они хотят избавиться именно от жира. Когда речь заходит о фигуре, самая главная цель – это терять как можно больше жира и сохранять как можно больше мышц. Весь остальной балласт – вода, гликоген, еда внутри желудочно-кишечного тракта – все эти вещи приходящие и уходящие. Давайте я вам приведу обычный пример. К концу менструального цикла женщина в любом случае страдает от отеков. Прибавляют эти отеки до 3 кг. От количества съедаемых углеводов в еде зависит количество гликогена и удерживаемой им воды. Особенно ощутимы перепады веса, когда человек переходит, например, с безуглеводной диеты на обычное питание или наоборот, убирает углеводы и первую неделю радуется большому отвесу. Как же узнать, что у нас уходит, мышцы или жир? Взвешивание – это только один из способов контролировать похудение, и он никак не показывает всей картины. Соотношение жира и мышц в теле называется композицией тела. Именно это определяет, как мы выглядим внешне. Много жира и мало мышц – это обычный толстый человек. Слева на картинке – это фигура skinny fat. Это когда мало жира и мало мышц. Массивная коренастая фигура – это когда много жира и много мышц. Мало жира и много мышц – это то, о чем все мечтают – красивое спортивное тело. Именно поэтому следить важно не только за стрелкой на весах, но и за соотношением жира и мышц. Это даст понять, что вы теряете. Узнать состав тела можно разными способами – платными, бесплатными, точными и приблизительными. Такие, например, как биоимпедансометрия, измерение кожных складок калипером. Лучший способ сохранять мышцы во время похудения – это есть достаточно белка, заниматься силовыми тренировками и поддерживать или даже увеличивать рабочие веса. Какая же скорость потери жира считается нормальной? От 0,5% до 1% от веса тела за неделю снижение веса – хороший показатель, который гарантирует, что уходит именно жир. Давайте приведу вам наглядный пример. Если ваш вес 70 кг, то стоит рассчитывать на потерю веса 350-700 грамм в неделю. Более стройные люди теряют меньше в весе, идут по нижней границе 0,5%, а то и меньше. У людей с сильным ожирением вес уходит гораздо быстрее. Чистого жира в неделю уходит от 3 до 10 кг. Более подробно об ожирении я буду рассказывать в следующих передачах, а сейчас я вам дам просто формулу для того, чтобы вы себя проверили на ожирение. Индекс массы тела, по-другому ИМТ, наиболее популярный метод оценки лишнего веса. Рассчитать индекс массы тела, по-другому ИМТ, очень просто. Свою массу тела делим на рост, возведенный в квадрат. Сравните свой полученный результат с этой таблицей. Сравнили свои показатели и теперь возвращаемся к теме здоровой потери жира в месяц. Сейчас я вам приведу более точные цифры.
Нормальная потеря жира в месяц. Смотрите цифры. Люди, у которых жира в теле более 30%, в месяц теряют от 3,5 до 9 кг, то есть 4-6% от общей массы. Обычные люди с процентом жира в теле от 23 до 27% в месяц могут потерять жира всего лишь 2-3 кг, то есть 2-3% от общей массы тела. Стройные люди, у которых процент жира в теле 17-22%, теряют в общей сложности в месяц 1-2% от массы тела, 800 грамм до 2 кг. И, наконец, сухие люди, у которых процент жира в теле 12-16%, в месяц могут потерять до 1% от массы тела или 400-800 грамм. Теперь те же результаты потери жира, но только в период на неделю. Человек с ожирением выше 30%. От 900 грамм до 1 килограмма 400 грамм. Обычный средний вес, когда процент жира в теле 23-27%. Такой человек может потерять в неделю от 500 до 700 грамм. Стройные люди, процент жира в теле 17-22%, теряют в неделю жира от 200 до 500 грамм. Люди сухого типа в неделю теряют всего лишь от 100 до 200 грамм. Дорогие мои зрители, вот что я вам еще хотела сказать. Всегда нужно помнить, что потеря жира – процесс нелинейный. Бывает так, что иногда вес стоит на месте и никуда не двигается. Это называется эффект плато, смотрите прошлый выпуск. Бывают и такие ситуации, когда наш вес может иногда пойти вверх, но не стоит тоже паниковать. А потом он круто идет вниз. Ведите дневник и наблюдайте общую динамику. Не стоит ждать, что жир будет плавиться на глазах, как воск. Это требует времени. Чем больше у вас лишнего веса, тем быстрее он уходит. Чем стройнее человек становится, тем медленнее он худеет. Если вам понравился этот выпуск, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Делитесь своим опытом по похудению. Надеюсь, что эта передача вам дала много полезной информации. С вами была Наталья, я с вами прощаюсь и до новых встреч. Всем пока-пока.